Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером, 22 числа, вот того дня, когда наконец-то свет переваливает и одолевает в астрономическом смысле этого слова тьму, вы с нами в прямом эфире. Павел Щелин, политический философ. Павел, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Друзья, всем большое спасибо за поддержку. Как поддержать политического философа Павла Щелина? Все исходные данные в описании. YouTube-канал, закрытый телеграм-канал, общий телеграм-канал, Patreon. В общем, загляните в описание. Спасибо большое, что поддерживаете канал мой. Ставьте лайки, не забудьте, пожалуйста, нашему сегодняшнему стриму. И готовьтесь включаться максимально, потому что будем отвечать и на ваши вопросы. Как это можно сделать? Все как обычно. QR-код — это возможность прям написать на экране, когда захотите. А так немножко надо подождать. В закрытом сообществе в телеграм-канале «Закрытый клуб зрителей Шелест», там есть анонс, там оставляют вопросы. Точно так же в открытом доступе в сообществе YouTube можете свой вопрос написать. И в чате, конечно, присоединяйтесь. Но это будет все в самом финале нашей беседы, в самом конце. Досмотрите до конца, что называется. Ну и, конечно, мы начнем наш эфир сегодня с опроса. Вы знаете, у меня был очень большой соблазн, и он, в принципе, и остается. Вы знаете, как обычно, да, это вот поток новостиный, вот это вот все, Да. заявление. Сейчас тут Зеленский вышел, назаявлял. Эти встречи Витков, да, вот эти переговоры в Майами, грязные подробности разного толка. Сейчас непонятно, что будет заявлять, поскольку мы в прямом эфире и не знаем, Трамп по поводу Венесуэлы. Смотрите, мы это все обсудим. Но я бы хотел о сущностных вещах с вами поговорить. О том, что год 25-й, он как бы как мгновение пролетел, но оставил определенные рубцы, по которым можно понять вообще, что с нами происходит, осознать, что происходило, а этому, заметьте, никто не давал времени на раскачку, на понимание. Очень тяжело, например, аналитикам, да и вам это видно, да, было вот в этом всем бурлении, все-таки донести за целый год и нашего с вами общения вашего со своей аудиторией на других каналах, вот важные вещи. Но, похоже, все-таки пена оседает. Опрос сегодняшнего эфира. Приблизил ли 2025 год Украину и Россию к миру? Варианты. Да, скоро все закончится. Немного да, но путь еще очень долгий. Только отдалил, потому что формируются блоки, и чуть ли мы не находимся в периоде, когда сейчас полыхнет вообще мировая война, поэтому ни о каком мире речи не может быть. Или нет, все застопорилось, вся надежда на 26-й год. Вот такие 4 варианта, предлагаю с этого начать. Ну, смотрите, моя позиция не меняется уже, сколько мы с вами общаемся. Я просто как раз призываю обратить внимание уважаемых зрителей на то, что они слушали в течение этого года, всех тех спикеров, которые обещали им мир через неделю, через месяц, к концу года, к концу месяца, к концу лета, к концу осени, которые с пеной у рта обсуждают разные даты. Вот 27 ноября, теперь было 19, к концу недели у Зеленского дедлайн, а до этого было 50 дней Трампа, 180 дней Трампа. И вот все эти эксперты серьезным видом обсуждают вот-вот сейчас, вот-вот Анкоридж, вот-вот это, вот-вот это. То есть я могу только понадеяться, что ваши зрители и ваши аудитории в следующем году не будут тратить свое драгоценное время на подобную пену, а всегда будут смотреть на суть. Суть остается очень проста. Реальные условия окончания войны возможно только на ситуации совпадения минимальной переговорной позиции сторон. Причем всех. Не договорились по 2 пунктам из 10, значит не договорились по 10. Это пакетные, всегда идут соглашения. Российские красные линии не меняются с июня 2024 года. Для тех, кто сомневался, на прошлой неделе вам снова их повторили. Все. От Путина до Рябкова, от Лаврова и так далее. До Ушакова. Какие это пункты? Повторим еще раз. Это вывод
всех украинских войск со всей конституционной территории Российской Федерации, согласно мнению Российской Федерации. Не заморозка, не свободная экономическая зона, а вывод всех войск, включая города Херсон и Запорожье, а не только Донецкая область. Все те, кто вам полгода рассказывал о том, что якобы российская армия вот согласна выйти из Донбасса и заморозиться в Донецке и Херсоне, в Запорожье и Херсоне, ну и где они? Простите. То есть за это время Российская Федерация ни разу официально не высказала ни одной позиции, которая указывала бы на реальность этих предположений. Поэтому вот прикладной совет. Пока вы не услышите переговорных позиций от американской, европейской, украинской стороны, удовлетворяющих Стамбулу плюс, то есть июньские предложения господина Путина образца 2024 года, можете пропускать весь основной новостной шум и не тратить свое время на обсуждение тех вещей, которые шанса к реализации не имеют никакого. Теперь к вашему вопросу. Произошло ли приближение к этим июньским позициям? Да, произошло. Если мы сравним те требования Украины и те требования Европы, которые они выдвигали год назад, и те, которые они выдвигают сейчас, они где-то на процентов 30 ближе к этой позиции, но при этом количественное измерение здесь роли не играет. Это качественные позиции. Речь идет, повторюсь, о юридическом признании новых конституционных границ Российской Федерации, радикальном сокращении украинской армии, демилитаризацию никто не снимал, никакие 800, 600, 400 и так далее. Опять-таки, у нас есть проект Стамбульского соглашения от 22 года. Напомню, что этот момент наихудшего положения России и наибольший точки победы Украины. Если вы посмотрите на ту численность войск, которая обсуждается там, любая численность войск будущей Украины не может быть больше этих цифр. Там обсуждались порядка 200 тысяч цифр. Ну, просто вам для понимания. Что еще? Ну и проблемы права русского языка на фоне Булгакова и прочего, на фоне преследования Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, тоже вам понятен реальный прогресс. В общем, к чему весь этот тезис? Увидите подвижки по реальным вопросам, тогда увидите, что мир ближе. Пока не увидите, можете не тратить время на чепуху. Тогда объясните, пожалуйста, это тоже новая история, это в рамках, опять, я о соблазне, да, своем журналистском. Мы же входим в вот это движение, все сейчас итоги года, вот это все. Понимаете, в чем дело? Историческое же событие, встреча Трампа и Путина на Аляске, и вот этот дух Анкориджа, он постоянно во всех комментариях с российской стороны звучит и дальше. Вообще стало немножко не по себе, потому что он продолжает звучать. То есть мы о чем-то договорились, США и Россия, и вот этому будем следовать, говорят российские спикеры. Складывается впечатление, что там вообще чуть ли не договорничок расписали с секретными протоколами. Почему секретными? Потому что сегодня Зеленский выходит и начинает про пункты, ждет Умерова, который там днюет и ночует. Ну, вот это вот все. И он говорит, 90% в соглашениях о гарантии безопасности США, Украине и восстановлении секретные протоколы, пункты секретные. Слушайте. Так что же такого секретного вообще в этих переговорах? И в чем главное компромисс, раз ничего не меняется? О каком тогда компромиссе? Там Путин говорил на прямой линии, что там чуть не согласились на план Трампа, и вообще у нас есть как бы договоренности, и общее видение. И почему у США и России есть это общее видение, а все равно как бы ВОЗ и не там? Ну, я думаю, потому что тут несколько факторов. Первое. Ну, мне секретных папочек не приносили, я с таксистами не общаюсь, да. Поэтому я ничего не буду претендовать, что я что-то знаю из секретных там каких-то документов. Я слежу просто за общей логикой процесса и теми источниками, которые у нас есть, проверенные, непроверенные, ну, скажем так, следуя их логике. Что мы видим? Опять-таки, с момента Анкориджа публичная фундаментальная позиция Российской Федерации относительно июня 2024 года не изменилась. Какие-либо компромиссы могут быть по форме этого ультиматума, либо по вопросам вообще не связанных с этим. Я не знаю, может быть, как допускаю, вполне компромиссом могла бы быть, ну, пресловутая, там, я не знаю, сохранение возможность Зеленского в выборах принять участие.
большой компромисс для России, например, учитывая все те, скажем так, события. Может быть, отказ от уголовного преследования глав Украины за весь этот период, там, после войны, там, амнистия какая-то. Может быть, обмен всех на всех, в конце концов. Зачем России обменивать всех на всех, учитывая то, что просто количество украинских пленных в России там в десятки раз больше, чем тех, которые в Украине. И так далее и тому подобное. Много разных вещей, по которым реально можно придумать всякие там компромиссные вещи. Но вы абсолютно правы, мы этого не знаем. В любом случае, вряд ли эти требования касаются того, что Россия с тех пор каждый месяц повторяет. Понимаете? Если бы не было этого повторения, можно было бы поиграть в эту игру, а вот на самом деле... Но тогда просто с точки зрения любой логики вы бы начали постепенно снижать ожидания собственного населения в России от результатов. Этого не происходит, напротив, эти ожидания повышаются. Да? То есть, это первый фактор. Второй фактор, что же произошло в Анкоридже. Я думаю, в Анкоридже происходило примерно следующее. У господина Трампа и его команды есть определенная переговорная стратегия. Она кратко, мне кажется, заключается примерно в поддержке того, если угодно, контрагента, с которым оно переговаривается. Другими словами, вот, условно, встретились они в Анкоридже. Я думаю, на слова господин Трамп, думаю, не знаю. Ну, как это выглядит, по крайней мере, потому что произошло в следующие полгода. В общих чертах Трамп согласился в Анкоридже с Стамбулом плюс. Ну, какая, в конце концов, Трампу разница, где проходит конкретная граница в этих областях? Вот лично Трампу. Да никакой. Ему что Запорожье украинское, что русское. Вот лично его. Никакого. Ему важно что? Чтобы он был победителем по жизни, чтобы это было не его поражение, и чтобы он еще с этого прибыль получил. К вопросу о компромиссах. Допускаю, что какие-нибудь вот секретные протоколы могут быть по кому что, каким образом, какая доля в чем принадлежит. Вот это легко. Но при этом он согласился, да, и знаешь, я думаю, звучит разумно, я сейчас с украинцами и европейцами переговорю, и вот эти предложения они примут. Ну, привозит он это, соответственно, украинцам. Те говорят, ты что, совсем упал? Нет, вот наше там предложение, и он им тоже. Ну, знаете, тоже звучит разумно, я сейчас с Путиным поговорю. И вот начинается вот эта чехарда. По сути своей у вас минимальные позиции украинцев и европейцев и России не совпадают. Трамп думает, и с его командой, мне кажется, что, говоря «да» обеим сторонам в момент переговоров, он каким-то образом приближает успешный, скажем так, результат и достигает большого конструктивного прогресса. Скорее всего, происходит именно это. В итоге получается дурная игра. Дурная игра происходит почему? Потому что все врут. Да? То есть, это я не устаю цитировать эту цитату из пророков, и потому что уж очень она имеет значение из Иеремии в данном случае, что «Ибо от мала до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Волрачуют народы раны моего легкомысленно, говоря мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют». Вот господину Трампу это все принадлежит. Понимаете, ведь все же врут. Даже само то слово «мир», которое вы используете, я вынужден использовать при комментарии, это же вранье. Никто реально мир не интересует. Ну, потому что если бы кого-то реально интересовал мир, то понимаете, что цена мира сегодня – это чье-то личное поражение и капитуляция. То есть, кто-то должен пожертвовать собой ради мира. Дураков нет. Поэтому на практике все за мир, но есть одно маленькое несогласие, за чей счет этот мир будет. Вот, А почему собственно, тогда? идет... Смотрите, цинизм, я понимаю, это все очень цинично, но можно же цинизмом ответить на цинизм. Нет человека, нет проблемы. Какая разница? Вы Большая. же простите. Смотрите, Нет, Зеленский дорогой выходит, Александр. Зеленский Не-не-не, выходит стоп. и говорит, нас не берут в НАТО. Ну, Трамп помрет, возьмут. Понимаете? Никто ни разу не заикнулся. Только сами из офиса говорят, что покушений было 15 штук. Там пытались то, пытались все, чеченцы, все остальное, это мы помним. А так, по большому счету, в формате публичной риторики никто же не сказал, что ну, давайте подождем, пока Зеленский конь не двинет, и тогда что-то будет. Путина 100 раз хоронили, в морозилку совали. Сейчас уже до Трампа черед дошел, что типа сейчас немножко поменяется, там может кто-то умрет, человек не вечный, и вступит Украина в НАТО, понимаете? То есть цинизм же, это же прямая история. Нет человека, нет проблем. А это тоже не работает. Всех, получается, все устраивает. Первое, всех все устраивает.
в целом. На самом деле, это я вам говорил. Главная другая проблема. Ну, допустим, вы выберете Зеленского. Хотя убрать Зеленского – это рисковать спровоцированием кризиса, и кто-то за это должен тоже ответственность нести. Ответственность же нести никто не хочет ни за что. Во-вторых, тут есть второй уровень лицемерия. Уровень лицемерия в том, что Европа и Трамп еще могут договориться убрать Зеленского, не убрать Зеленского. Но у них же, простите, тонкая задача. Им надо убрать Зеленского таким образом, чтобы сохранить антироссию. Нет ни одного политика в Украине. Какая разница, Зеленский, Залужный, ОКО разных вариантов, ИЧИ разных вариантов, которые согласны подписать Стамбул плюс. Я вам еще раз говорю, какая разница, почему вы смотрите на личности? Есть требования Стамбул плюс. Демилитаризация, статус русского языка и церкви, юридическое признание 5 регионов в составе Российской Федерации. Какая разница, кто у вас у власти? Что, от того, что вы смените на Залужного, он это подписывать будет? Ну, смотрите, мы сейчас вообще находимся в таком моменте истины, потому что все давно ждали от Трампа, и вот наконец-то дождались, вот пару недельку назад где-то, да, говорит, пару недель. Это не демократия, Зеленский. Давай, дуй на выборы. И все делают сейчас вид, что они как бы... Это такого цирка давно не помню. Вышли в парламенте, мы создали рабочую группу создать наработки. Все, объявили. Мы тут будем во время военного положения. То есть основная магистральная как бы линия киевской власти это вот как бы угодить Трампу, ублажить его, поцеловать его. Говорит, смотри, мы работаем, но военное положение сохраняем. Смотрите, а вот тут, это, кстати, очень хорошее замечание с вашей стороны, что нет никого, кто там пришел бы, я могу контраргументом. Вообще сейчас складывается впечатление, что, простите, Зеленский, как бы он как бы уособление, да, он включает в себя вот не будет Зеленского, и кажется, что все сразу туман развеется, все оглянутся, что тю-то, елки-палки, что мы воевали. Понимаете? И все обрушится. И будет нормальная суверенная страна, как и многие там. Ну, это, как это, помните у Булгакова, это было отчаянное поведение, это было поведение усталых, отчаявшихся людей про фиолетовый луч. Вот это то же самое. Проблемы-то структурные. А структурные проблемы пока решать никто не хочет, потому что структурная проблема – это тот самый разговор о реальной архитектуре безопасности в Европе, о безопасности российского западного фронтира, о юридическом признании всех новых границ, по сути, об отмене Беловежских соглашений, пересмотре всего. Россия не отказывает, заметьте, всегда отсылка идет об инфраструктуре НАТО, которое требование России по выводу ее на границе 1997 года никуда не делось из всех этих разговоров. Вот это все обсуждать никому не интересно. А вообще о статусе русского там, языка, культуры во всех постсоветских странах, там, от Прибалтики до Украины. Вот это все обсуждать никому не интересно, и никто не собирается. Но при этом, разумеется, все говорят о прогрессе к движению к миру, потому что, вот да, воевать вышло не модно, потому что никому не нравятся проигранные войны, поэтому все говорят о мире. Но на практике, к сожалению, возможностей заключить мир сейчас, я не вижу. Я просто не вижу. То есть условием мира, повторюсь, является капитуляция одной из сторон. Понятно, весь план Трампа, от 28 пунктов до Европы, до Украины рассчитывает на то, что рассчитывает на то, что вот сейчас Россия, знаете, так, сгинут наши вороженьки, як роса на солнце, и Россия капитулирует. Но это не аналитика. Знаете, в Украине есть популярный жанр, там, карты Таро, вот это все. Это вот все туда, это вот всякие вот эти истории. Я такими вещами не занимаюсь. С точки зрения аналитики, это план, в кавычках, очень надежный. При этом, повторюсь, проблема далеко не в личности Зеленского. Личность Зеленского может быть неприятна, скажем так, у меня нет ни малейшей цели его защищать, чтобы вы понимали, учитывая всю эту историю. Но как аналитик просто повторюсь, проблема не в нем. То есть проблема далеко не в Зеленском. Проблема в том, что нет ни одного политика в Украине, кто мог бы исполнить те минимальные требования, на которых эта война может закончиться. Нет такого политика. Просто поймите, с точки зрения украинского политика, это было бы, простите, выстрелить себе в голову. Так а почему? Навсегда. Вот смотрите, я не понимаю, опять-таки... Потому что этого политика будет... Хорошо, Александр, что вы не понимаете? Вы просто объясните. Представьте себе политика, который подписывает соглашение с Россией о новой границе, вывозит войска из Донецка, Запорожья, Херсона, вот это все. И что его проклянут в этот же день, и, скорее всего, еще прибьют дроном или еще чем-нибудь. Ему это надо лично почему, или ей? Почему все так решили?
Вот почему никто не попробовал и так решил? Мне кажется, что, простите, пожалуйста, народ уже, ну, наелся этой войны. И Трамп прав, когда говорит про 82%. Народ наелся, но смотрите, не, ну А, там интересно, там же интересно, народ наелся войны частично, но при этом, если вы посмотрите на те же вопросы, согласны ли вы закончить войну на условиях России, то цифры вы увидите совсем другие. А если такие вопросы без Зеленского задавать, понимаете? Без разницы. Но еще раз, вы задаете эти же вопросы, согласны ли вы на завершение войны в Украине с выводом, ну, с потерей 5 регионов юридически. Давайте в этот момент я присовокуплю. Это свежий комментарий, вот сегодняшний. Мы сейчас вернемся, мы сейчас поговорим как бы о масштабе года. Я считаю, это прям, это феноменально. Значит, цитата. Последнее событие, в общем, появился еще один участок фронта, как бы, да, в Сумской области. Значит, и Зеленский комментирует, говорит, что касается Сум, на границе с Россией есть наше село. Я перевожу с украинского на русский, но вдумайтесь, как построено все. Это верховный главнокомандующий комментирует. Все реально переполошились, потому что там не одно село, а там 3 села, там уже как-то все смотрят дорога, трасса, Сумы, Харьков. Ну, то есть комментарий. А это село на территории Украины и частично на территории России. Там оставалось 52 человека. Гражданские, граждане Украины, которые не эвакуировались, как наши люди с ними не говорили. И это уже очень продолжительное время. Где-то 17-18 человек были призывного возраста. Ну, как бы объясняя, почему не эвакуировались. Другие люди – это женщины, дети. Удивлен, что там были дети. Удивлен, что родители так относятся к жизни своих детей. Эти 52 человека там жили, не переезжали и должны, соответственно, должны иметь какой-то диалог или отношение с теми, кто на территории Российской Федерации. Люди живут так много лет. Я думаю, что они просто не ожидали, что «русские» в кавычках военные просто зайдут и заберут их в плен. Вот что случилось. Ну и там про этих самых 13 человек тоже военных в плен попали. Наши войска смогли там уничтожать. Короче, позиции все мы восстановим, это Все понятно. отбито, да. Ну, все, короче, все хорошо. Но меня вот это вот беспокоит, понимаете? То есть люди не хотят эвакуироваться. Они там себя свободно чувствовали, там разложили там эту армию, квасили с ними, там это убитое село, понимаете, вот это показывали все с дронов. Они не хотели в цветущий сад украинский, они хотели быть у себя дома. Как так-то? Ну, понимаете, в чем дело? И это уже как бы, он делит, это наши люди и не наши люди. Получается, наши люди – это те, кто срывается, едет по эвакуации, получает там эти свои 4000 гривен, мыкается, стенается, но потужный. Да. А люди, которые дома, они, ну, скажем так, это уже получается не наши. Ну, смотрите, наше не наше в Украине определяется не по принадлежности этнической, не территориальной, а принадлежности религиозной. Те, кто являются частью секты украинства, они украинцы. Те, кто не являются частью секты украинства, они не украинцы. В принципе, на самом деле, справедливое деление. Тут, на удивление, господин Зеленский довольно точно все описывает. Если говорить о тех людях, которые живут на село, ну, правильно сказать, что это земля-то их, только Украину-то они видели в одном месте. То есть вы, простите, не забывайте о том, что условно Белгород и Харьков основаны одним при одном государстве, московском. И в рамках одного процесса движения борьбы московского государства с диким полем. Ничего украинского там не было. Сумские, ахтырские, гусарские полки, казачьи полки какому царю служили? Тому же, русскому царю. Так что все эти жители пограничных сел, им гораздо ближе, и смысл жизни, очевидно, они своими действиями это показали, где находится их родина, и где они чувствуют себя в безопасности, где, простите, им не запрещают на родном языке говорить, и чувство второсортности не заставляют испытывать, а где их ничего не ждет, кроме презрения за то, что они, так сказать, неправильные, что они неправильные. Просто эта история действительно стала очень показательная, где мирное население реальную угрозу видит.
и откуда оно реальную опасность испытывает. Вот эта история была... Эта история очень, конечно, неприятная для секты украинства, потому что оно действительно ставит вопрос, а где его реальные границы, где его реальные ареалы, где его реальное обитание. Но поэтому, скорее всего, историю это довольно быстро замнут. И, слушайте, пиар-истории сейчас, технологии искусственного интеллекта и не такое позволяет. Я думаю, мы еще и увидим, как эти жители радостно возвращаются и прочее, прочее, да. прочее. Да, и как их встречают, как им там во флаги укутывают, и вот это все, да. Это точно. Мы вернемся еще к украинцам и к тем моментам, да, вот как изменились украинцы за год. Это немножко позже будет вопрос. Меня интересует, как Европа поменялась за год. Слушайте, это, конечно, лютая метаморфоза, особенно вот последние недели, создающаяся коалиция желающих на фоне отказа Трампа все финансировать. Венс, который выходит, говорит, давайте нашим старикам поможем, условно пенсионерам, там, мамам и папам, чем отправлять деньги в Украину. И деньги, получается, четко ложатся, это бремя Европы. Не добились ничего и прикрыли вот то, что вы сказали только что, пиаром о том, что, смотрите, 90 миллиардов нам на 2 года воевать, это наша гарантия, супер, Европа, спасибо, молодцы. А хотели-то 217, хотели-то брать конкретно российские активы и на этот счет, на эти деньги воевать. Но это не выгорело, потому что Европа разругалась. Макрон предал Мерца, Мерц бедный мечется, там Орбан ходит под песенки из, «Охотники за привидениями», да, выходит на эти все встречи, то есть троллит их люто сам, да, тут другие страны. Мелани говорит, не-не-не, Зеленский приезжал, уговаривал его полчаса, давай соглашайся на все, иначе будет, тоже не хочет. И, короче, Европа, вот самый классный показатель, как за год изменилась Европа, это ступ. Значит, был конфликт по поводу разведки. Тулси Габбард вышла и сказала, ребята, то есть Reuters, вы чего-то того, давайте, ерунду какую-то не пишите. Кто вам такое говорит, что Россия там хочет захватить всю Украину, это типа разведка сказала, это неправда. И там скандал подняли по этому поводу. В общем, ступ, а он и вашим, и нашим. Он говорит, да, права Габбард, комментируя ее слова, но и Рютте прав. И, в общем, все правы. Там 5% осталось только договориться по мирной сделке, но, с другой стороны, говорит, ой, в России там 1% только какого-то продвижения и успеха. Короче, мечется как вот просто. Это показатель и маркер того, в каком состоянии находится сейчас вообще политика и видение. Цветущий сад, похоже, в сорняках. За этот год их поприбавилось, Павел. Поприбавилось, да. Главная же проблема остается за чей счет, повторюсь. То есть, опять-таки, у Европы есть полное согласие. Идеальный сценарий Европы, форум деколонизированной России, там, и за счет России панувать и жить еще ближайшие там несколько десятилетий. В конце концов, прокатило в 91-м, почему бы не прокатить сейчас? Плюс не забывайте, с точки зрения европейцев, все, что на территории Украины, много это их, да, и поэтому и очень там точно ничего украинского нет. Но при этом сейчас есть ключевая проблема, кто будет оплачивать весь этот банкет в следующем году. И вот здесь как раз начинается большое, конечно, разногласие. Потому что схема, в идеале предполагалось, что оплачивать будет кто-то другой, а не ты. Но вот сейчас действительно все-таки война идет довольно долго, и здесь есть много больших трений. Плюс просто особенности с теми же активами. Но вы сами знаете, у вас другие спикеры это хорошо объясняли, что проблема в том, что деньги будут делить все, а риски нести одна несчастная Бельгия. И вот эта Бельгия вообще, конечно, не улыбается, потому что, во-первых, Бельгия, как вы знаете, уже попала на исковое заявление, которое чревато очень большими проблемами за те проценты с российских активов, которые уже были украдены и переданы Украине. Так вот, теперь российские, так сказать, финансовые власти подали в суд. Да, и можно тут посмеяться, но проблема в том, что Евроклир ведет операции. Бельгийцам не смешно от этого суда. Бельгийцам что-то стало сильно не смешно, потому что с азиатскими рынками им очень хочется продолжить отношения, да, и вот
вот возникают проблемы. То есть мы, конечно, готовы поддержать Украину всем сердцем, но только, пожалуйста, все-таки не за наш счет, а за чей, да? И вот мы видим этот увлекательный спектакль соответственно, по всей Европе, а, собственно, за чей счет. Но, смотрите, как бы это тяжело не было, консенсус о том, что Украина должна остаться антироссией, в Европе остается. Вы видите, даже пресловутые в кавычках Путин-пониматели, типа Орбана, так и они, в принципе, ничего не имеют против Украины как антироссии. У них нет никаких проблем с этим процессом. Откуда Их такой проблемы... вывод? Подождите. Не, ну так если бы они были за Украину не как антироссию, они бы поддержали путинские позиции июня 2024 года. У нас очень простой критерий. Все, что не вкладывается вот в эти соглашения... Нельзя поддержать против. путинские критерии 2024 года лидером какой-никакой, но Европы. Потому что международное право... Смотрите, Александр, раз нельзя, значит, этот дурной спектакль, где мы все за мир, но война продолжается, будет двигаться по своим рельсам. Не, просто меня Орбан резанул в ваших рассуждениях, потому что кто-кто, а Орбан четко говорит, и проигрывает, и проиграла, и все остальное. Ну, проигрывает, ну, если сказала, надо же говорить «Б», а какое «Б»? Победителей не судят, а проигравшие ничего не получают. Какой справедливый мир для проигравшего? Горе побежденным. Вот он, исторический закон. Но вот эту часть опускают. Так а Макрон что? Слушайте, Ну, он вообще говорит, с Россией знаю, буду на контакт идти. ну, может быть, он, знаете, слишком много пообщался с американским президентом и понял, что можно раз в 2 недели выпускать диаметрально противоположные тезисы. Поэтому давайте подождем начала следующего года, посмотрим, о чем поговорят. Но он сегодня заявил тоже с очень сильным заявлением, что вот мы к 1938 году построим авианосец, и это покажет всему миру, что мы сильная держава, которую надо бояться. Вы же понимаете, у них там старые эти авианосцы, это все уже... Не, ну просто к тому-то, к 1938 году. Человек начал думать стратегически, видимо, рассчитывает на посту президента Франции до 1938 года остаться. Не знаю, дорогой Александр, смотрите, хороших решений нет. Ну, то есть у Европы стратегически хороших решений нет. Европа ее смысловой цикл потерян, ее технологический цикл потерян, и экономический цикл, он потерян. Это стареющее население, которое более не является приоритетным рынком. То есть, что делать Европе? Вот, я думаю, мы увидим в следующем году, наверное, углубление этих трещин, да? Мы увидим то, что, но все эти трещины, повторюсь, идут по вопросу, кто будет это все оплачивать. Ну, и будут вот играть в эту увлекательную игру перекидывания, знаете, вот этого, как дети играют в игру, жареная картошка, по-моему, она называлась в детстве, вот надо перекидывать мяч, как будто он горячий, да, иначе вот тебя обожжет. Вот мы видим эту увлекательную игру европейских лидеров. Но ключевой это вопрос сейчас висит очень простой. Кто возьмет ответственность за поражение, 4 года, да, и на этом фоне, если будет признано поражение, ну вот у нас, согласно официальным заявлениям в этом году европейских лидеров самого разного толка, вообще-то Европа к войне с Россией готовится. Вместе с НАТО. Так, а объясните тогда интересное заявление сегодня. Это звучало, кстати. Это звучало в такой пиар-форме. От Путина звучало, от всех звучало. Нет, это не от Путина. Это, прежде всего, звучало от самих европейцев и от официальных лиц НАТО. Я имею в виду то, что сегодня четко сформулировал, выверенно, четко дипломатически Рябков. Рябков, который говорил, собирайте свои манатки, помним, в самом начале всей большой истории с большой войной. И вот сейчас он говорит, мы готовы, Россия, юридически подписать, что мы не будем нападать на Европу и НАТО. И тут опять метается Ступ, говорит, да ну как же, вот это. А они, смотрите, возникает важный момент. И я вот все равно хочу с вами, не потому что там не нравится с вами спорить. Вот вы говорите, кто готов там подписать. Слушайте, вот Россия, смотрите, раз и говорит, мы готовы подписать. Вот вообще легко. Россия что подписать? Россия никогда на Европу нападать не собиралась. Ну, то есть она готова подписать то, что она никогда и не хотела. Это как раз чисто пиар-ход. Эта подпись не несет в себе никакой ответственности. То есть это не входит в планы России, мягко говоря, война с Европой. Ну,
По крайней мере, до недавних пор. Сейчас начали, ну, собственно, после вступления Финляндии в НАТО создали Ленинградский военный округ, но до всей этой истории война с Европой в планы России не входила. Так вот, мягко говоря. Последнее, чего они хотели. То, что мы видим, это скорее самосбывающееся пророчество. Это Европа настолько убеждает всех в неизбежности войны с Россией, что России приходится как-то соответствовать. Ну, чисто это, наверное, военная логика, теория, если угодно. Ну, это теория политического реализма, действующая на практике. Вот, я говорю о подписях за непопулярные решения и за решения, которые несут политическую ответственность. Я о таких подписях говорю. Потому что, смотрите, вот ультиматум России Рябкова, изначальный «убирайте инфраструктуру НАТО», он никак не противоречит заявлению, мы готовы подписать, чтобы до вас не нападем. Вот уберете инфраструктуру, так сразу подпишем, что никто ни до кого не нападет. Понимаете, да? Вся эта логика. Но для всего, что называется евроатлантический истеблишмент, Европейский Союз, вся вот эта элитная, скажем так, ну, даже не группа, поколение элит, которые двигались исключительно в логике расширения, исключительно в логике Übermensch, Untermensch, что нам можно все, а вам ничто, смириться с тем, что теперь их действия будут ограничены третьей стороной, но это потеря всего, это потеря статуса, это потеря власти. Ну, то есть вы, конечно, можете сколько угодно хотеть, чтобы они пожертвовали собой ради общего блага, я боюсь, только они не хотят этого делать. Так а кто сейчас лидер Европы? Мерц? Нету лидера. Урсула? Ну, единого Стартер? лидера нету, то есть, я думаю, единого нету, то есть есть вот это, скажем так, как это правильно сказать, клоака, такая ризома, да, в которую входят вот разные эти политики. Если мы говорим о евроатлантистах, то, конечно, это в Европе они представлены брюссельской бюрократией. Ну, Урсула, коалиция Мерца, Стармера, ну, Макрон пока еще тоже, в принципе, не отказался от плана. Ну, смотрите-ка, мы увидим прогресс, если Макрон откажется юридически от планов ввести свои войска в Украину и в Одессу. Да? То есть, пока это тоже, опять-таки, говорить о мире можно сколько угодно. Понимаете, мы с вами можем обсуждать о мире, где я вам буду повторять свои требования, вы мне будете повторять свои требования. У нас будут очень продуктивные переговоры. Тут же вопрос о сути, да? Готовы ли вы признать вот то, что... Вот, ну, вот все, и не буду повторять все то, что говорил в начале передачи. Пока я этого не вижу, но смотрите, то, что я вынужден... Ну, то, что мы можем констатировать, время истекает. То есть, где-то в 2026 году действительно придется определяться. Да? То есть, условно, во-первых, выделенных денег-то даже на 2026 год не сильно хватит. То есть, уже к лету 2026 года встанет вопрос. Либо надо уже реально что-то делать, либо спускать поражение Украины на тормозах. И вот не забывайте то, что я говорил вам заранее. То, что без военной катарсиса и капитуляции у этой войны нет шансов закончиться. И если мы представим ситуацию идеального шторма, то когда мы увидим то, что там, я не знаю, российская армия решает 90% военно-политических задач Российской Федерации, Европа не может выделить контингенты и денег Украине, а украинская армия разваливается, вот тогда, я думаю, разговоры о мире перестанут быть просто разговорами. Ну, я понял. Тут от противного, но вы же видите, что Путин не решает так эту задачу. До сих пор говорят, Почему? что... Ну, потому что до сих пор говорят, что там задействуются все... Вообще это как бы такие тычки на фронте. Просто от кризисности момента проходят вот эти продвижения. Ожесточенные бои там только на пиар-направлениях. Там, ну, вот как Купянск, да, вот это, как... Нет, Алексей, я считаю, что как раз это проблема, большая часть аналитиков, если угодно, недобросовестна. То есть это скорее связано с проблемой, что вся военная аналитика, ну, в том числе в украинских СМИ и в западных, на 90%, органически вообще не может понять, что такое война на истощение. Остается в логике, знаете, если не блицкриг, то не кошерно. Да, то есть, если нет больших стрелочек с продвижением там на 100 километров там, за день, то это не считается. Да? Нет, это не такая логика. Россия ведет войну на истощение. Реальная цель этой войны вы видите во время обмена телами. И вот не надо мне говорить о том, что это пропорция, дескать, потому что Россия наступает, а Украина отступает. Я напомню, что у нас есть примеры обменов тел в 22-м,
23-х годах, когда Россия отступала, в том числе, да, и там никогда пропорция не была 1 к 30. Там пропорция максимум была 1 к 2 в сторону, да. То есть Россия получала больше тел. Но если мы посмотрим на эту разницу, да, то сейчас пропорция 1 к 30 в последние, скажем так, обмены тел. И вот это реальная цель российской военной стратегии. К сожалению, это цель, ну, давайте прямо скажем, биополитическая. То есть она то, что называется формулой до последнего украинца, хотящего воевать с Россией. Как определяется украинец, который хочет воевать с Россией? У него в руках оружие, он на фронте, и он воюет с Россией. То есть очень, скажем так, военное определение, простое. Но цель военной российской стратегии уничтожение всего украинского военного потенциала, хотящего воевать против России. И даже с этой точки зрения, на фоне войны на истощение, где захват территории не является военным приоритетом, заметьте, что за этот год Россия решила на 50% стратегическую задачу обеспечения безопасности коридоров Крым. И посмотрите на расстояние от Угледара до Гуляйполя. Вот это все расстояние было пройдено российскими войсками на глубину примерно там, в 50 километров. Ну, то есть значительная территория взята. Плюс в Донецкой области была взята полумиллионная городская агломерация. Покровск, Мирноград, вот эта вся территория. Полумиллионная агломерация. Это уже, знаете, не, как это говорят, стратегический тупик, который было популярно обсуждать. Поймите, При том, там, что... там безжизненное пространство. Это когда-то там было 500 000. Нет, но нет, смотрите, полмиллиона, как вы понимаете, когда вы берете город, скажу так, население дает контекст плотности городской застройки. Смысл в том, что это большая территория с большой плотностью городской застройки. Вы же не забывайте, что это построено в советские годы, вся эта застройка. По заветам Ле Корбюзье, видимо, каждая советская пятиэтажка – это взводный опорный пункт, к сожалению. Поэтому там что дом, что дзот. Он вот примерно так построен. Вот все это советская, повторюсь, поздняя застройка. Поэтому в целом, и то, если мы посмотрим, есть города, которые абсолютно действительно, ну, которые были центрами сопротивления, ну, которые действительно полностью безжизненные, есть города, которые переходят относительно целыми, тот же Покровск, он относительно цел в сравнении, там, я не знаю, с Бахмутом, если смотреть на эти разные там Сложно. разница очень видна, сложно. Но тем не менее, Александр, Александр, ваш был там вопрос. невозможно жить в ближайшее обозримом война не будущем. закончится. Пока война не кончится, жить там, разумеется, будет невозможно. Пока фронт... Где возможно жить, видите, на примере Мариуполя. Да? То есть, когда фронт отодвинут на там, 100-200, на 200 километров, город можно восстановить. Ну, это логично. Нужно, чтобы город не был в досягаемости большей части FPV-дронов, артиллерии и прочего. Но мы уходим в детали. Я к чему? Я к тому, что базовый тезис о том, что российская армия, там, знаете ли, не продвигается, что есть стратегический тупик, он в моменте есть. Ну, условно, понимаете, продвижение там, на 5 километров в месяц в длину дает продвижение в 60 километров. Аж еще 60 километров от текущей линии фронта – это уже город Запорожье, если мы посмотрим за передвижение с востока на запад. Я просто к тому говорю, что время-то играет на сторону России, и все это понимают, и это реальная причина, почему в последние полгода все так заговорили внезапно о мире, о переговорах, о заморозке. Ну, понимаете, не от любви к украинцам и не от, скажем так, большого, скажем так, человеколюбия, а просто от того, что есть большое стремление превратить военную победу России в дипломатическое поражение. И это даже можно понять с точки зрения украинцев, с точки зрения американцев, с точки зрения европейцев. Один вопрос непонятный. России зачем на это соглашаться? Ну, пообещают чего-то. Там Так же... чего? Ну, хорошо. Что можно пообещать? Ну, представьте, что можно смотрите, опять-таки санкции, нефть, которая там не нефть? Так дорого стоит. Вот эти удары. Я просто, понимаете, все сопоставимо. Россия нефтяная страна, Украина бьет по НПЗ и по танкерам и везде. Украина аграрная страна, Россия, разлила масло в... Ну, не Аннушка, а Россия разлила масло в Южном, да? Отрезав... такая пророческая история, действительно. Поэтому тут как бы нанесение ущерба понятно. Просто мой тезис... Но он несравним. Мой тезис заключается в том, что если еще год так повоюем, рожки до ножки останутся. От Украины, да. От всех потенциальных моментов. И очень больно. Нет всех. Нет всех. Украине, Алексей...
В Украине, да. Ну так, простите, это должна быть тогда, если это реально волнует украинцев, если это реально волнует украинских политиков, то они должны сейчас первыми лететь в Москву и подписывать любое предложение, которое им на стол положат, если их это реально волнует. Так Вы вы же же этого не говорите, видите. никто не может этого сделать. Нет, никто не может, и никто не хочет, и никто не будет. Но я просто к тому, но если, поймите, если украинских политиков не волнует судьба Украины, почему она должна волновать российских? Трамп, 25-й год. Я почему вот это Да. вот мы сюда зашли, мы с вами в эту историю про рожки до ножки, и почему я об этом? Не потому, что там голову пеплом посыпать, нет. Потому что Газа. А, да, сейчас не воюют в Газе. Ну, периодически там что-то, ну как бы войны нет. Воюют. Ну, Ну, вот нет такой войны против цехла. как бы. Понимаете? Ключевое слово «как бы». Давайте так Но скажем. там, да, там люди женятся, покупают айфоны, а оттуда приходит картинка, вот уже сейчас такая, да, на фоне этих руин и развалин. Но я что-то не вижу Виткофа, который закладывает фундамент очередной Бурдж-Халифа, да, какой-нибудь отеля, или какой-нибудь там Ривьеру, или какую-нибудь Марину поставить с яхтами. Я этого не вижу. Хотя время вроде как вопрос закрыли, как бы, ну и все. Понимаете? И вот страшно становится от этого, что так Украину ждет точно такая же история. Вроде как все быстренько, все Зеленский подписывает, Зеленский подпишет, Путин там как-то где-то уступит, где-то там подмагнем, и все. И вот эти там деньги на восстановление, ничего не восстановят. Вот как с Газой будет. Вот такая модель договоренности американцев. Есть версия, и ее озвучивал Путин, ее озвучивают аналитики, что Зеленский тянет время вместе с Европой до выборов в Конгресс. Сегодня Джонсон, спикер Палаты, говорит, если проиграем выборы в Конгресс через год, то у Трампа будет импичмент. Там и Эпштейна сюда можно приплести, ну не только, не в нем одном дело. Как вы оцениваете 25-й год, первый второго срока президентства Трампа? Ну, что-то среднее между много шума из ничего, и от него кровопролития ждали, а он чижика съел. Ну, вот так. Что тут скажешь? Шума много, грозных заявлений много, дедлайнов много. Дел гораздо меньше. Гораздо меньше. Гораздо меньше, чем были ресурсы и возможности. И, ну, это начинает давить. Это начинает давить уже на самого. Мы это видим. Вот то, что в Америке действительно оценка, что шансы господина Трампа проиграть, ну, его партии проиграть промежуточные выборы 2026 года, ну, сейчас больше, чем условно в начале этого года. Пока еще нельзя сказать, что он гарантированно проигрывает, но, скажем так, шансы этого сильно увеличились, да. А причина это вот та самая, ну, на мой взгляд, смесь отсутствия стратегии банальной, да, и слишком большой ставки на вот собственное тщеславие, уж простите, да. Ну, я, конечно, понимаю, что господин Трамп считает себя гением всех времен и народов, одного присутствия которого достаточно, чтобы помирить все враждующие стороны, но так дела все-таки немножко не делаются. Да. То есть нужна дипломатическая подготовка, нужно понимание исторических предпосылок, обстоятельств, вот эта вся история. Коллектив нужен, уж простите, да, команда нужна. А все это не получается. В итоге у нас история, когда в зависимости от того, какой человек последним зашел в его комнату, такой и твит выступает. Ну, так стратегию провести невозможно. И при этом какая-то психологическая зависимость от пиар-составляющей истории. Ну, то есть важнее выглядеть, как вы упомянули в своем разговоре про газ, чем реально действия делать. И этим, заметьте, все активно пользуетесь. То есть, если в начале года Трампа реально побаивались, особенно на фоне мюнхенской речи Венса, то есть там реально все думали, вот сейчас человек со слова отвечать начнет, и нам тогда... Потому что возможности-то есть. У господина Трампа вот возможности сделать очень больно Украине, Европе очень много. Но, заметьте, он особо-то и не делает. То есть он не может, ну, то есть он не находит в себе внутренние силы принимать тяжелые непопулярные решения. Тоже не находит. Стремится их избежать. Если не получается взять с наскока, отступает. А особенно если, как все поняли, главный принцип работы с господином Трампом, надо ему говорить «да», в идеале дарить мяч какой-нибудь золотой или еще что-нибудь золотое, и при этом продолжать спокойно делать свои дела.
Ну, простите, мы это говорили, но давайте еще раз повторю. Ну, очень странное обстоятельство, когда президент все-таки какой-никакой одной из великих держав, вторая крупнейшая ядерная держава, тратит пусть маленькую, но какую-то часть своего времени на поступ вот этого важнейшей государственной должности на рекламу кепок, духов и прочих всяких мерч-товаров. Ну, странно это Ну, выглядит. как странно. Это образ жизни. Ну, при чем здесь? Ну, это же такой момент. Ну, нет, ну, Александр, вы задали вопрос, вот потому такой и год. Простите, Да. никогда такого политика люди уровня, даже, прости меня, ну, люди, которые делают власть в мире, серьезно воспринимать не будут. А к вашему комментарию про Украину и газу, да, давайте прямо скажем, но это очевидно, что единственные территории в Украине, которые имеют хоть какой-то шанс на будущее в перспективе, это те территории, которые будут так или иначе частью российской, скажем так, уж чего там будет, как оно это государство называться в будущем, скажем так, непонятно, но вот эти территории, они рано или поздно имеют шанс на сценарий Мариуполя или хотя бы Мелитополя. А вот все остальное, к сожалению... Ну, звучит как пропаганда. Ну, Понимаете? это звучит как наблюдение. Ну, так вы сами сказали про газу, а кому еще что нужно в Украине? Смотрите, вы сами знаете историю остальную про Бангладеш, про BlackRock, Да. про требования Минфина, то Мгм. есть... Долги же никто не убирает, да? Про долги, то есть да, весь план по решению финансовых вопросов сводится по-прежнему, Россия заплатит за все, а если нет, как плана Б нет, да, соответственно, дальше чем будут брать? Будут брать, скорее всего, телом. Ну, ваши другие собеседники подробно описывают, что ну, экономического внутреннего потенциала ну, в стране с такой долговой нагрузкой, с такой демографической пирамидой просто нет. И на этом фоне продолжается социально-культурная политика полная зачистка культурной памяти. Вот буквально на этой неделе вот это видео с памятником Булгакова в Киеве, ну, оно действительно очень символично. То есть мы с вами это говорили, к сожалению, давайте большими буквами, к сожалению, этот прогноз сбывается, что у всех тех людей в Украине, которые ну, считают себя так или иначе частью русской культуры, ну, в широком смысле, хотя бы не считают русскую культуру исчадьем ада, да, вот от Булгакова до Ахматовой, от Зощенко до Бабеля и прочее, то им ставят выбор, то есть либо в Украине, но без всего этого, либо со всем этим, но не в Украине. Вот такой выбор Украина ставит сама. То есть вот здесь ее вообще никто не заставляет делать. Но заметьте, что этот курс, вот может не хватать денег, там СЗЧ может быть такое, что люди начинают стрелять в ТЦК или резать их, но тем не менее курс остается стабильным. К сожалению, это приходится прогнозировать, что вряд ли это изменится. Ну и это то, о чем я говорил выше, да, вот эти люди, это же обычные люди, маленькие люди в обычном селе приграничном. А они не такие, у них контакт был с другой половиной села, которая на российской территории. Еще там 18 человек служить не хотели, прятались, представляете, поэтому не уезжали. Под ФАБы не хотели, как они могли? Нет, смотрите, если мы вообще берем слобожанщину, то там же вообще трагедия на трагедии. Просто если... Ну, границы просто разные бывают. Вот конкретно границы вот в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, они же были нарезаны в конце 20-х годов прошлого века большевиками. И очень много границ там проходит буквально по селу. Ну, буквально по селу. Там границы были прочерчены творчески весьма, мягко говоря. Очень сложно понять, зачем это делалось, честно скажу, тогда. Причем тогда это предполагалось исключительно по административным причинам. Честно, вот понять очень сложно спустя 100 лет. Но в итоге, конечно, люди живут, у них граница идет по селу. Вы что, серьезно думаете, что они будут своего соседа полностью считать исчадием зла? Ну, вот это огромное количество трагедий. И та самая зона безопасности, в кавычках, о которых говорят, там же жизни действительно нет с обеих сторон, пока война не кончится. Ну, мы это все обсуждали, и это огромная трагедия. И, ну, в конечном итоге вы видите вот это голосование ногами, которое, конечно, точно не укладывается в картинку, как это, еднание и едности и прочее. Ну. Так на Венесуэлу попрет, как вам кажется, Дональд Трамп? Один раз уже был такой фальстарт. Вот-вот, говорят, вот-вот. Вышел, там, рассказал про налоги и ушел. Сегодня опять ночью ждут. Ну, будем ждать. Смотрите, тут есть какое
рациональное. Давайте попробуем хотя бы, понимаете, интерпретировать господина Дональда Трампа. Это реально иногда кому-то проще на Таро раскладывать, да, там и гадания на чайных лепестках. Есть одна из проблем. Все-таки держать эту группировку в этом регионе столько времени – это накладно. Да, то есть все-таки бесконечно там сидеть не может. Военная блокада, которую там, подобно блокаде Кумбы, тоже длиться бесконечно не может. Рано или поздно будет катарсис. Там условно либо Китай наймет какого-нибудь ЧВКшника на этот танкер, либо Россия наймет ЧВКшника на танкер. Но рано или поздно, скажем так, каждый такой день, каждый такой акт пиратства повышает риск пролития крови. Уже американского, в том числе, солдата. Последнее, что нужно господину Трампу, это пролитая кровь американского солдата. Это большая проблема. То есть, в том числе, почему очень сложно с Венесуэлой. Да, скорее всего, можно там разбомбить Венесуэлу. Не такая большая проблема. А вот провести там наземную операцию так, чтобы не было больших потерь в условиях технологии ФПВ-дронов, а я напомню, простите, вот мы знаем, что огромное количество, ну вот просто если мы посмотрим на статистику, уже порядка там, ну, чуть меньше 1000 верифицированных, но где-то, по-моему, уже 700 убитых наемников из Латинской Америки в Украине. Ну, а сколько не убито, да? То есть огромное количество, скажем так, наркокартелей получило большое количество реально боевого опыта. И, в принципе, люди готовы за деньги запускать что угодно, куда угодно. Вот если вы думаете, что в Венесуэле таких людей нет, и то, что там американские солдаты будут в полной безопасности, ну вот не думаю. И вот поэтому сейчас положение и хочется, и колется. Вот примерно так. Но я думаю, что... У меня такое ощущение складывается, что его просто подталкивают туда. Кто-то, некие силы. Нет. Почему? Там очень конкретно есть сила, господин Рубио. Да. История с Венесуэлой длится давно. Напоминаю, еще во время первого срока президентства Трампа у него с Венесуэлой не сложилось. Там был очень неприятный пиар-элемент, даже такой позорный, когда он поприветствовал этого Гуайдо как уже президента, а в итоге протесты не сработали, и вот так себе история получилась. То есть просто лично. Плюс есть фактор господина Румпио, для которого личная история. Повторюсь, он потомок латиноамериканских иммигрантов, которые сбежали с Кубы после революции. На Кубе, или переворота, называйте как хотите. Ну, в общем, после Кастро, да, и вот у него личный, скажем так, большой зуб на всю эту историю. Плюс вопрос всех этих денег, нефти и так далее и тому подобное. Да? То есть много чего интересного там есть. Но есть фактор риска быстро не получилось. То есть в идеальном плане, опять-таки, господин Трамп, я думаю, искренне полагал, что господин Мадуро просто испугается. Знаете, вот я собирал войска, испугал, и он сбежал. А что делать, если не испугается? Вот план Б, вот заметьте, с Зеленским то же самое. Вот я сейчас надавлю на Зеленского, а что, если он не надавится? Я сейчас надавлю на Путина, а что делать, если он не надавит? Вот есть в этом году такой повторяющийся, знаете ли, пример. Но тогда по-хорошему надо начинать давить на кого-то другого. Но сам на себя-то не надавишь, потому что в случае с Венесуэлой Трампу давить приходится на самого себя. И поэтому эта ситуация становится очень... подвешенный. То есть, не знаю, говорю, рационально этот конфликт... То есть, смотрите, рационально может ли Америка эту операцию провести? Да, может. Потери с потерями. Может ли Америка сделать там из Венесуэлы что-то, там, скажем так, приличное, навести там порядок? Крайне маловероятно. То есть, это, мягко говоря, история будет очень непопулярная внутри Америки, очень важно. Причем это окончательно нанесет ущерб внутри, так сказать, мага-коалиции, потому что уже сейчас мы увидели трещину вот в эту America First, да, и тут ключевое вот это имя Такер Карлсон, да, то есть Такер Карлсон радикально против, вот скажем так, этих интервенций, а это довольно большой голос. Но вот понимаете, последнее, что Трампу нужно в пределе к выборам, это еще дополнительный раскол. Но при этом есть очень много интересов внутри Госдепа, внутри, собственно, администрации Трампа. Есть много даже геополитических интересов, почему Трампу нужно навести порядок в Венесуэле. Ну, огромные запасы нефти, возможность давить на... Это укладывается в концепцию вот этой стратегии, написанной Марафон-институтом, по-моему, Колби, про Америку как энергетическую сверхдержаву, какая-никакая стратегия, то есть установление контроля над венесуэльскими нефтяными резервами полностью укладывается, но за это надо заплатить цену и потенциально быть готовым нести ответственность в случае немножко все пошло не по плану. Это этой тяжело. ценой может быть Украина на геополитическом уровне? Обмен Украины на Венесуэлу? С Китаем и Россией, понятное дело.
Ну, во-первых, Китай, а Китаю до Украины какое дело уж, простите. Ну, там у Китая интересов в Украине нет с тех пор, как Мотор Сичу. Ну, единственное то, что отомстить за кидок по Мотор Сичу, ну, простите, это слишком мелко. А Россия, ну, в строгом смысле не торгуется Венесуэлой, то есть Венесуэла в строгом смысле России не принадлежит, не забывайте. То есть главная эта проблема, что я боюсь то, что большая часть венесуэльцев будет не очень рада вот этой всей истории и условным всяким там этим наркокартелям запускать FPV-беспилотник по американским солдатам будет тоже одно удовольствие, особенно за мзду малую. То есть тут я повторюсь, я не вижу технических возможностей так это разрулить. Главная ответственность господину Трампу придется нести лично. То есть извините, наверное, повторяюсь и ускоряюсь, но если мы посмотрим в сухо, вот убирая сейчас этику за скобки рационально, ну, можно в теории за несколько лет превратить Венесуэлу в нормальную американскую колонию. Можно. Ну, то есть в Америке есть ресурсы это сделать, но это будет не быстрая победоносная война. Это будет тяжелое довольно предприятие, даже если первая фаза будет быстрой, победоносной, успешной, за год там будут постоянно приходить неприятные новости, которые, ну, твои политические оппоненты будут против тебя постоянно использовать. И вот эта твоя психологическая готовность в спектакле выборном с этим работать, ну, тяжелая. Тяжелая. Павел, еще одну тему хотел с вами рассмотреть. Да. Важную. Сейчас близятся новогодние праздники, рождественские праздники, новогодние праздники. Переиначили календари, все поменяли, это понятно. Сегодня пришла новость, Бильд напечатали. И знаете, так вот смотришь и как-то как в зеркало. Ну вот там заканчивается Ханука, все в Украине переглядываются в очередной год, а чё вот эти миноры в каждом областном центре, причем где-то возле них музыка, собираются люди, танцуют, празднуют, и все как бы говорят, смотрите, мол, мы не такие, мы толерантные. А в Киеве, например, специально там обращаются к мэру, чтобы он вертеп поставил, понимаете? То есть, получается, украинцам возле елочки массовое собрание, все дела, в общем, все нельзя. Вертеп не на часе, это дорого, не надо деньги лишние тратить. Ну, элементарные статуэтки там, да, ну, скажем, Иисусик, ясли, вот это все в курсе. Но это ставят. И люди задаются этим вопросом. И все как-то отмахиваются и начинают рассказывать разную дичь о том, что антисемитизм просыпается, везде все просыпается. Так проснется такими темпами. Понимаете? И вот это вот все поднимают, говорят, ты антисемит, ты там вот народы обижаются, люди обижаются, ну, представители народов, там, еврейского народа и так далее. Хотя ты четко рассказываешь, что смотри, этим можно, этим нет. Ну, в чем дело? Ну, про Бильд. Сегодня опубликовали, что шест поставили в Германии, в церкви, и стриптизерша вокруг него крутилась, и говорят, ребята, так хорошо, танец – это язык тела, и вот это получается, ты молишься языком тела. Представляете? И ты так как-то смотришь и понимаешь, что ну, пора Украине в Европу, что не? Ну, такими темпами, да. Ну, давайте про антисемитизм. Ну, давайте прям скажем, то есть первый комментарий. Традиции реального антисемитизма в Украине есть. Ну, традиционно, до Гитлера самым страшным словом среди еврейской диаспоры был Хмельницкий, герой Украины, Гайдамаки, Шевченко, Гонта читаем, и еврейские погромы, они тоже в основном происходили на территории Украины. Ну, так получилось. Поэтому основания для таких разговоров есть, мягко говоря, исторически. При этом, с другой стороны, мы точно видим то, что... Ну, смотрите, это же 17 век, понимаете, как вам объяснить? Мы же вам много говорили про шляхта, підпанки, холопы, боевые холопы. Вот, условно, простите, евреи или по-украински ну, то есть, если мы используем терминологию 17 века, тоже нормально, корпоративно в рамках 17 века выбили себе экстерриториальный статус.
У них свои, условно, гетто со своими правилами, которые явно имеют определенное отношение с государством. Скорее всего, платится какой-то налог, какие-то отношения. То есть какие-то есть финансовые правила, по которым эти общины взаимодействуют с государством, в обмен их государство не трогает. И вот, обладая особым... То есть это статус сильно больше, чем статус, простите, холопа. Ну и даже сильно больше, чем питпанок. Ну так, простите, у них связи с большой общиной по всему миру, у которых там деньги, связи, и которые этого государства со дна. То есть мы опять видим просто картину 17 века. Да, вот он 17 век, включая вот этот эпизод. Включая вот оно то самое. А если говорить о длительной дистанции, то прямо, опять-таки, понимаете, та же самая трагедия. Ведь уничтожается в широком смысле русское наследие. Все, да, значит, нужно уничтожить. А как вы уничтожите русское наследие без уничтожения православного наследия? Если Илья Муромец из села Карачарова с Подмуровым в Киевской лавре лежал до недавних пор, если еще мощи святые человека не вывезли в Британский музей. То есть все целиком приходится вместе с Булгаковым, вместе с Ахматовой, и святые мощи свои тоже придется выкинуть на помойку. Но тут претензии-то главное, наверное, нужно не к еврейскому народу выдвигать. Еврейский народ просто хорошо умеет играть по любым правилам игры. Если правила игры в Украине сейчас с 17 века, евреи умеют играть по правилам 17 века. А вот украинцы это выглядит умеют так. играть по правилам 17 века? Нет. Вот, нет, украинцы смотрите, умеют... мне кажется, что мы где-то что-то потеряли. Вы в наших эфирах на протяжении этого года уходящего, да, вы постоянно говорите, что мы там потеряли свою идентичность в плане там нас отбили от церкви, от купели, языка? даже не в языке дело, потому что двуязычие в Украине это вообще нормальная история, никто даже не парился, и все такие модные говорят, язык не проблема, но штрафы повышают в следующем году за нарушение мовного закона. Смотрите. И девочку за письмо Деда Морозу на неправильном языке вызывают на ковер. Не дают подарки, понимаете? А какой Дед Мороз? О чем вы? Святой Николай. А елка не новогодняя, а рождественская. Вот так вот. Геть все советское. Вон все советское. Смотрите, тут дело не в этом. Кажется, что украинцы настолько выбиты. Вот вы когда говорили о войне на истощение, мы там экономические, политические подтексты. А тут же четкий социальный подтекст. Некому дать отпор. Тогда нелогично. А кого тогда боится власть? Ведь все-таки украинского народа власть боится. Она не боится... власть боится не украинского народа, а власть как раз боится единственных людей, которые мотивированы. А мотивированы это те самые, простите, ребята, у которых вот это все устраивает. Те, которые так называем, мы с вами ради YouTube их электриками называем, но все понимают, о ком речь. Вот их власть боится. У этих ребят оружие, боевой опыт и какое-никакое цельное мировоззрение. Вот это власть их боится. Подождите, миноры и электрики, это, я понимаю, что оно горит постмодерн. Во время Да, это очень странное сочетание, я согласен. Но вот сейчас так. То есть власть боится условно, то есть вот эту сценарий. Кроме того, не то, что она даже ее боится, она их власть. Правильно сказать, она их власть. Тут, к сожалению, есть трагедия вот условного, простите за термин, крепака, что эти люди оказались в рабстве, сами не поняли, что они оказались в рабстве, и момент, когда их голос имел хоть какое-то значение, проспали. Вот у вас на эту тему на самом деле очень много тоже. Мне очень рад, что в этом году стал приходить к вам на канал, потому что один из лучших экспертов именно по социологии украинского общества, Семен Уралов, вот он очень подробно описывает, где вот это изменение в украинском социуме произошло. К сожалению, сейчас в этом-то и трагедия, что крепаки, они абсолютно бесправны, и их голос действительно вообще никого не волнует. К сожалению. А их единственный способ приобрести этот голос – это те действия, за которые по украинскому законодательству, да и правильно скажем так, по законодательству любого государства идут очень жесткие санкции, мягко говоря. Но я вам могу сказать, в рамках 17 века, я вам скажу, в рамках 17 века, что делал украинский крепак, когда ему было жить не в моготу, он уходил на сич. Или в лес он уходил. И начинал заниматься нормальным разбоем в 17 веке. Грабить всех. От
торговцев евреев, до польского пана, до собственного магната. Всех начинал грабить и, в общем, ходить в удалые походы. И вот тогда, когда их становилось слишком много, к ним прислушивались. Форматы прислушивания были двух типов. Либо высылали карательный отряд, и если разбивали, то страшная смерть. Вот описанная Гоголем и всеми этими вещами. А либо, если не разбивали, то тогда, приходилось как-то договариваться в рамках конкретной области. Это тот самый период атаманщины. Пока, мы не будем же людей к этому, мы же не будем становиться, господи, прости, какой-нибудь оппозиции дурацкой, которая будет людей тыкать за то, что они такие слабые. Нет, это трагедия, не дай бог человеку оказаться в таком выборе. Гораздо больше украинцев сделало вот это, из этого, скажем так, сословия выбор ногами. Уехало оно. Большая часть, то есть, если мы посмотрим, наверное, большая часть в Европу, огромная часть в Россию уехала. То есть, или люди разбегаются. Да, или оказались в России. А некоторые поехали в Европу, а потом поехали в Россию. Есть такие тоже случаи. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Приблизил ли 25-й год Украину и Россию к миру? 11% да, скоро все закончится. 16% только отдалил. Блоки формируются, мировая война на носу. 33% немного да, но путь еще долгий. И 40% нет, все застопорилось, вся надежда на 26-й год. Вы надеетесь на 26-й год, Павел? И в каком смысле? Я не на 26-й год надеюсь, я на Бога надеюсь. Я скажу, что я ожидаю все-таки от 26-го года. Мне кажется, что действительно многие вот эти ресурсы прочности, причем очень многих участников, действительно начинают истощаться. То есть вот это состояние ни мира, ни войны, по сути своей, такое, имею в виду на уровне слов, длиться до бесконечности не может. Я думаю, в 26-м году, уж не знаю, в середине ли, в начале ли, в конце ли, мы приблизимся или, возможно, испытаем катарсис. Вот если говорить 25-й год для Украины, это год начала руины, да, а для 26-й может стать началом катарсиса. Но завершить свою часть перед ответом на вопрос я бы хотел следующей цитатой. Понимаете, есть одна фундаментальная проблема. На мой взгляд, главная боль этой войны связана с тем, что мы до сих пор не поняли, зачем эта война идет. То есть бедствие есть, трагедия есть, а правильного ответа нет. И получается все как с древним Израилем, где вот последняя цитата из Писания, это из Исаии, 9 глава, там говорится так: «И воздвигнет Господь против Израиля врагов, и неприятелей его вооружит, перечисляются они, и будут они пожирать Израиль полным ртом. При всем этом не отвратится ярость его, и рука его еще простерта. Но люди, не обратишися, донде же язвены быши, и Господа не взыскаша. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимое ими погибнут». Другими словами, пока мы не поймем причинно-следственную связь между той реальной трагедией и болью, которая идет, и не обратим свое внимание наверх, то этот катарсис будет исключительно через печень. В этом-то наша трагедия. То есть через голову не доходит, через сердце не доходит, нам стучат уже по всем головам, а понимания как так нет даже вот язвины. Хорошее русское, не русское церковно-славянское слово язвины. То есть язвина, вся земля язвина, люди язвины. Все в язвах тела, все болит, все кровоточит. Но наверх, но Господа не взыскаши. Вот вместо этого, как вот все то, что мы с вами описывали, ложь на ложь и лжи погоняют, все говорят о мире, но за чужой счет, все готовы там условно рассказывать об инсайдах под собой не имеющих основания никаких, людей кормят надеждами. То есть давайте я просто зафиксирую, я у вас в этом году часто выступал таким, был такой советский мультик, а Баба Яга против, да? Вот у вас все говорили условно про мир, там, или про вот сейчас, а я говорил, нет, не будет и это. Давайте снятие покрова. Без радости я все это делаю, но, на мой взгляд, надежда на мир может прийти только если люди, в том числе ваши зрители, будут понимать реальное положение дел, а не ожидать вот эту надежду, что вот сейчас вот сгинут вороженьки, я краса на солнце, и все будет, скажем так, чудом, и можно будет сохранить все те пороки, которыми было насыщено сердце. Причем здесь я говорю про ваших зрителей по все стороны границ, где бы они их не смотрели, в Украине, или в России, или в Германии, или в Америке. Это общая боль наша. Всех людей этого языка, этой веры. И вот пока до нас не доходит, даже условно в России, говорят же о традиционных ценностях, не называя ими этой традиции. Так не бывает. Понимаете, традиции разные. Если вы будете читать там диалоги греческие, там очень много традиций про запрещено Роскомнадзором.
любовные отношения. Это Ага. да. Вот разные есть традиции. Хорошая Нельзя греческая говорить... традиция, да. За что Да. тогда Вот не эту надо... пижамную черную вечеринку Ивлеевой прикрыли и всех захейтили? Понятное дело, да. Они Вот вы греки. уточните. Да. У них просто своя традиция, да, и остров Эпштейна укладывается в ряд таких древних традиций, которые тоже там и в первом тысячелетии, а можно, если читать Ветхий Завет, так они вообще там, еще там Илья, пророк, с ними воевал, с этими древними традициями. Так что вы, пожалуйста, уточните, вы за какую традицию именно тут предлагаете людям последнее, самое ценное, отдавать жизнь и кровь. Вот пока своими именами все не названо, это будет продолжаться. Но по моим внутренним ощущениям, это вот гипотеза открытая. Мне почему-то, мне вот кажется, что в 26-м мы действительно к катарсису коллективно приблизимся. То есть вот это состояние недоговоренности, недомолвки, оно не может длиться вечно, уж потому что слишком много крови пролито. Кровь-то реально. Люди-то погибают вполне себе реально. Ложь ложью, а вот смерть – это реальные. И вот эта кровь, она вопиет. Поэтому, думаю, мы увидим катарсис. Да, значит, друзья, поехали к вашим вопросам. Значит, вот здесь пишут, с клуба начнем, зрителей. Так, Александр прав, Павел просто не понимает сегодняшнее настроение внутри Украины, почему, правда, все думают, что политика прибьют. Павел хорошо чувствует настроение России, но не Украины. Проблема войны в жадности Кремля. Они могли пойти на территориальные уступки взамен на приход к власти партии мира. У нас народ так разогрет на жадности к территориям, что в обмен на них даже черта можно поставить на пост президента. Ну, замечательно, только это не проблема России. Простите, зачем России создавать себе конституционный кризис, чтобы вам приятное сделать? Вот это интересно, классный вопрос, чем то, что человек одновременно как бы выступает против, но сам его вопрос доказывает правоту моего понимания. Ну, вот оно так и есть. Да, то есть, к сожалению, нет. То есть, по сути, это, если говорить, это тот самый тезис, о котором я говорил раньше. Украинцы хотят, потерпев поражение, сохранив гидность. Так не получится. Вот повторюсь, горе побежденным. А если не хотите быть побежденным, придется поддерживать партию войны и воевать. Тут вот другого варианта нет, к сожалению. Угу. Значит, тут как по-украински. Вопрос украинский. Сразу. Настоящий украинец писал. Это прям чувствуется. В каком плане? В плане того, что пускай Россия отдаст, например, территории какие-то, отступит. А мы так и быть соизволим партию мира на этом фоне выберут вообще любого, и он будет править и не создавать России угрозы. Вот так. И подпишет все вот эти пункты, которые Россия требует. Это, в принципе, логика Стамбула на самом деле. Давайте так. Логика Стамбула была в Стамбуле, да? То есть 22 год. Тогда были определенные территориальные предложения, да? Мы с вами много раз говорили то, что следующие предложения хуже. Так вы понимаете, что такими темпами, с 24 года времени прошло уже так прилично. Такими темпами скоро будет следующее предложение, относительно которого июнь 24 будет выглядеть как подарок. Да, значит... Так, продолжаем. Вот такой еще вопрос. Уважаемый Павел, кто кому сейчас щелкает по носу, Ротшильда Ротфеллером или наоборот? И какой он чудный, дивный мир будущего? Что вам видится за горизонтом всех сегодняшних событий? Владимир спрашивает. По первому вопросу мне папочек не носят, поэтому, извините, это вот не туда. Я не буду претендовать, что я знаю, кто кому Рабинович. Вот. А по второму, мы тянем вот это... У нас, в принципе, год такого в ожидании у всех. Все ждали вот этого кровопролития, все ждали больших действий от американского президента, что хоть кто-то придет и решит все. Знаете, вот это была песня «Человек из Кемерово», да? Он придет и молча поправит все «Человека из Кемерово». Вот все 25-й год ждали, а он не пришел. И в итоге... скажем так, время ушло. Но я думаю, как были, так мы идем. Мы идем в момент, когда субъекты должны проявить себя. Кто такой субъект? Субъект, у кого слова с делами не расходятся. Вот пока у нас не появится критическая масса государей, у которых слова с делами не расходятся, к сожалению, боюсь,
ждет нас исключительно период войны. Да. Александр задает вопрос. В народном фольклоре существовали пессимистические поговорки, такие как «прав тот, у кого больше прав», «не надуришь, не проживешь», «своим все, чужим закон», «человек не мамонт, не вымрет никогда» и другие. Значит, в сегодняшнем мире это правило или исключение. О чем свидетельствуют эти пословицы? Какие оптимистические поговорки можно им противопоставить? М. Противопоставить им можно только истину. Правду им можно противопоставить. Ту самую, Терпение и знаете, труд все перетрут. терпение, у вас терпение и труд все перетрут, но я скорее про то, что кому закон, а кому благодать. Да? То есть вот под попытку вписать тайну сердца в закон, оно в России действительно, в русской православной культуре не очень приживается. Да? Поэтому пытаться бумажками прикрыть попытку обмануть контрагента, она, мягко говоря, здесь не сработает. Это отдельная интересная тема, которую я весь год, у меня много часто с собеседниками это всплывало. Какая правовая традиция была бы адекватна, в широком смысле славянской этики, русской православной славянской этики? Это большой вопрос. Просто хороший, вот поговорки свидетельствуют, что попытки просто натянуть на него западную правовую систему не работают. Не работают. Угу. Вопрос уважаемому Павлу. Ирландцы, повидав от англичан и голодомора и оккупацию, не достают друг друга вопросами, чей Дублин, и не называют группу Юту англорылами. Финны, натерпевшись от шведов, оставили шведский язык в качестве государственного, не сносят памятники шведской Туве Янсен и не обшивают фанерой скульптуры мумитролей. Смогут ли, на ваш взгляд, украинцы тоже когда-нибудь пойти этим путем? Или будем, как палестинцы, строить свою жизнь вокруг смертельной ненависти? Причем желательно, чтобы за это щедро давали деньги. У Украины, у идеи Украины другого пути нет. То есть, точнее, не вот этой земли, да, то есть и не вот этих всех людей, но вот у политического проекта Украины другого пути, к сожалению, нет. Там только вот путь большой его, она изначально для этого создана, ее контрагенты, ее создатели, идеологи по-другому ее и не смотрели. А те, кто смотрел, простите, были не очень последовательны. Я повторюсь, любой другой проект Украины должен ответить на простой вопрос. Чем житель Харькова от жителя Белгорода отличается? Угу. Прости, и вот это все туда и уходит. А про другие примеры, другие примеры бывает по-разному. Бывает по-разному. Но даже, простите, финны больше отличаются от шведов, чем жители Харькова от Белгорода, мягко говоря. Значит, много вопросов. Вот Андрей задает и в чате пишут. Как вы относитесь и оцениваете вероятность федерализации Украины и вообще парад суверенитетов по регионам? Это скорее, это был бы слишком позитивный сценарий. Мы, наверное, видим то, что если не будет, как бы правильно сказать, не то чтобы смотрящего, но большого субъекта, кто ответственен за эту территорию, то процессы атаманщины рано или поздно начнутся по регионам. То есть падение... То есть что мы видим? Вся модель текущего государственного устройства построена на огромной внешней дотации. Как только внешняя огромная дотация уходит, и федеральный центр не может платить зарплату военным, силовикам, и все уходит в регионы, я думаю, мы начнем вот этот процесс локальной атаманщины увидеть по всей территории страны. Это из бессмертного советского фильма, помните тоже? У пана атаману нема золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться. Вот примерно то же самое. Добрый вечер, Павел. Как вы думаете, перемирие или принудительный для Украины мирный договор, которые станут лишь передышкой большой войны за опубличенные и тайные цели заинтересованных сторон, в какой степени повлияют на дальнейшее развитие событий? Особенно с учетом вороха договоров Украины с партнерами, где упоминается этот разрыв непрерывности и повторное нападение России. А если ресентиментом угаре нападет Украина? Ценю ваше мнение, Ирена, Израиль. Смотрите, в том-то и дело, то, что Россия не собирается заканчивать войну пока. Да, пока может быть, она собирается, но мы пока ни разу этого не слышали. На любых условиях, которые не ликвидируют военную угрозу с территории Украины. Вот именно в такой формулировке. То есть
Поэтому я просто думаю, то, что никакая заморозка, никакая пауза и никакая остановка боевых действий, уж тем более никакое подписание мирного договора невозможно, пока этот вопрос так или иначе не будет решен. Поэтому в каком-то смысле этот вопрос бессмысленный. Поможет ли публикация? Не знаю. Может быть и нет. С другой стороны, опять-таки, это все упирается в то, что мы с вами обсуждали до этого. А действовать-то кто будет? Ну, предположим, украинскому народу сейчас, украинцам сейчас опубликуют документы, согласно которых там все продано, ничего действительно не принадлежит, каждый из них там продан в рабство. Но дальше кто с этим что делать будет? Вы же видите, что протесты идут исключительно по одной линии успешной в Украине, да, то есть пресловутый картонный Майдан, да, только когда он санкционирован и одобрен кем надо, собственно, кому это все и продано. А, простите, в обратную сторону, это же тут самый выбор, это что получается? Нужно внутри себя признать, что Россия была права, что все, что говорила пропаганда Кремля, оказалось правдой. Это кто мы после этого все, что эти москали правы, что ли, были? Ну, то есть, опять-таки, есть психологическое препятствие, а дальше есть препятствие, то, что называется деятельное, да, то есть непонятно, кто будет субъектом, условно, что новый Хмельницкий появится, там новый Сирко, который там соберут... Ну, может же появиться, Павел. Вот вы просто отметаете почему-то эту... Поймите, будет Сирко со смартфоном, Хмельницкий, владеющий искусственным интеллектом, там, с там, каким-нибудь миллионным блогом на каком-нибудь ресурсе. Понимаете? И, появится... Жизнью рисковать надо, понимаете, это же не про блог, это про жизнь. Это должен быть, условно, начальник какой-то бригады, который там поведет своих хлопцев, развернет штыки. Это Москва, то есть, понимаете, это сценарий, который Москва искренне думала, что еще в 22-м произойдет. Но вот с тех пор как-то оно не произошло. И учитывая просто всю динамику отбора в условиях войны, которая произошла, крайне маловероятно, да? То есть, крайне маловероятно. А без этого крайне сложно. Андрей, Павел, вам не кажется, что это война для того, чтобы русское общество вывести из состояния общества потребления и вернуть в нормальное православное общество с точки зрения ценностной базы? Если вы спрашиваете, это война, если вы спрашиваете, было ли такое намерение хоть у одного политического актора, особенно в России, то нет, я так не считаю. Я думаю, вообще намерения были ровно те, о которых говорили в 22 году. Признание ДНР и ЛНР и там, безопасность Крыма, вот, отсутствие нейтрального статуса, быстрая операция. Я думаю, реальное намерение было такое. Промыслительно, мне кажется, я же не могу знать промысел, да? То есть промыслительно, мне кажется, вы правы. Но промыслительно это, знаете, вопреки намерениям в логике историософии, да. Павел, еще такой вопрос. Чего плохого в подходе за деньги да, но за державу обидно? Вся новейшая история показывает, что отказ от экономического сотрудничества по идеологическим соображениям ведет страны куда-то не туда. Экономическая изоляция навредила СССР, санкционные действия вредят Европе, не говоря уже об Украине, где вместо газа по трубам солдаты бегают. Есть в истории случаи, когда за деньги нет помогало геополитическому игроку достигнуть целей? За деньги нет, помогает всегда. У вас просто вопрос, наверное, не до конца я хорошо объясняю, что я вкладываю в эту цитату. Смотрите, за деньги да, но за державу обидно подразумевает, что у вас две взаимопротиворечащие ценности находятся на одном уровне иерархии внимания. Я говорю о том, что вершина иерархии внимания может быть только одна. То есть, условно, хорошо-плохо, там, долг, честь, судьба, а дальше относительно этой цели и экономика, и политика, и военные действия. То есть, последнее, что я хочу, чтобы вы поняли, когда я говорю за деньги «да», это значит отказ там от любого экономического сотрудничества, рационального, там, прочее. Но поймите правильно, любая экономика, любая рациональность, она всегда относительно какой-либо цели. Она в вакууме не бывает. А вот ситуация за деньги да, но за державу обидно подразумевает принятие решений, которые друг другу противоречат и другому вредят. В итоге у вас и денег меньше, и за отечество остается обидно. Вот что у вас происходит в этой логике. Да, Павел Щелин был моим собеседником сегодня. Павел, спасибо вам большое за время, мысли. Вам спасибо, Александр. И с наступающими праздниками. Взаимно, Александр. До встречи в следующем году. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого. До скорого.